Друзья, всем салют! Я снова рад вас приветствовать в новом видео. Как видите, я сейчас снова с Алексеем. И сегодня он откроет нам страшную тайну о том, как же выбрать и подобрать фильтр для аквариума. Поэтому, если вам эта тема интересна, усаживайтесь поудобнее, прожимайте пальцы вверх. Кто не подписан, обязательно подписываемся и рекомендуем это видео своим друзьям и знакомым. Делимся в соцсетях. Ну а мы начинаем. Дорогие друзья, я вижу, сколько Василий тратит время, усилий для того, чтобы создать эти интересные ролики. Это реально дни монтажа, сведения звука, поиск интересных тем для вас. Если вам нравится то, что делает для вас Василий, реально поддержите его, подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик. А если вы уже подписаны, просто сделайте реподписку, то есть отпишитесь и подпишитесь заново. Если вы хотите помочь каналу Василия развиваться и далее, в описании к этому ролику у вас будет полные данные для доната. Ваша поддержка позволит улучшить Василию техническое оснащение, проводить более интересные эксперименты, интересные ролики в дальнейшем для вас. Поддержите, и я думаю, что в дальнейшем, в любом случае, это станет намного интереснее, намного полезнее. Спасибо вам. А если хотите поблагодарить Алексея, то покупайте JBL и Рисан. Итак, Леш, скажи, пожалуйста, вообще для чего нужен фильтр в аквариуме? Ну, фильтр в аквариуме необходим не только для кристально чистой воды, но и для жизнедеятельности бактерий и, как следствие, уже жизнедеятельности рыб, растений и так далее. Дело в том, что кристально чистая вода в аквариуме, она не за счет мочалочек или других фильтрационных элементов, а за счет бактерий, которые сидят на этих фильтрационных элементах. Поэтому нам надо создать дом для бактерий, и фильтр как раз будет являться этим домом. И если, скажем так, нужен ли фильтр в аквариуме? Да, очень нужен. А какие есть виды фильтров? Ну, есть виды фильтров, есть виды фильтрации. Виды фильтров, фильтра бывают внутрь, которые устанавливаются в аквариум, и они называются внутренние фильтра. Есть фильтра, которые устанавливаются вне аквариума, они называются внешние. Есть фильтра кузовки, которые частично находятся в аквариуме, да, то есть и частично вне аквариума. И есть еще сампы, это фильтра, которые устанавливаются уже под аквариум. Это второй аквариум, в котором находится много фильтрационных элементов, может быть, другие установки. И, соответственно, подъемная помпа, которая возвращает чистую воду в аквариум. А можно ли в аквариуме обойтись без фильтра? Вообще можно, но это будет очень дорого. Дело в том, что мы можем создать условия такие же, как и в природе, а именно постоянно сменой воды. Кстати, этим и пользуются на некоторых разводнях. Что для этого надо? Надо постоянно подавать свежую воду, а старую воду забирать. Но в домашних условиях это может быть достаточно затратно. Почему? Вам надо будет подготавливать водопроводную воду, нейтрализовать в этой воде гипохлорид натрия, которым дезинфицирует водичку, подогреть ее обязательно, да, то есть она же холодная идет, и постоянно сменять. Но таким пользуются, как правило, на разводнях, где выращивают больших рыб в небольших объемах. И за счет вот такой вот смены воды, постоянное освежение ее, они имитируют больший объем. А в домашних условиях это достаточно опасно. Вдруг эта система протечет, и вы, может, даже не с первого этажа всех затопить, а там с 5-го, с 10-го. Ну и это еще ресурсно затратно, это дорого подогревать воду, фильтровать ее до того, как она поступит в аквариум. А можно ли отключать фильтр на ночь? Дело в том, что на фильтре собирается не только грязь, но и полезные бактерии. А полезные бактерии, они живые существа, и им нужен кислород. И если вы отключите им кислород, то есть прохождение водички через фильтрационные элементы, то вы попросту создадите условия, в которые они погибнут. Поэтому даже если у вас отключили электроэнергию и фильтр остановлен на час или более, в нем уже полезных бактерий не осталось.
Поэтому тогда необходимо взять, полностью промыть фильтр и запустить полезные бактерии заново. Кстати, с этой проблемой сталкиваются часто новички из-за того, что отключают фильтр на ночь, и на следующий день у них мутная вода, рыбки погибают, потому что все то гнилье уже, то, что перерабатывалось бактериями, уже просто гниет и портит воду в дальнейшем. Поэтому простой рецепт: никогда не отключайте фильтр на ночь. А на самом деле, почему отключают фильтр на ночь, ты знаешь? Шумит. Многие пишут, шумит. Вот. Потому что часто используют фильтра внутренние, да, а у них для экономии установлена насадка турбовентури. И сам процесс кавитации, он очень шумный. И из-за этого люди отключают фильтр. Хотя они могли просто не включать эту аэрацию, а просто дать фильтру работать как фильтру и отдельно установить компрессор. И это было бы в десятки раз тише. И тогда бы им не пришлось бы отключать ни то, ни другое устройство. А какие лучше всего использовать фильтрующие материалы? Хороший вопрос. На самом деле лучше использовать, конечно, все фильтрующие материалы. Но давайте разберемся, какие бывают. Бывает фильтрующий материал для механической очистки воды, да, как правило, это мочалки, либо фильтрующий синтепон. Дальше идет фильтрующий материал, субстрат для бактерий, биологическая фильтрация так называемая. Это может быть керамический наполнитель, либо спеченное стекло, которое намного эффективнее, чем керамика. Далее идут уже наполнители, такие как химическая фильтрация. Это активированный уголь, абсорбенты на нитраты, абсорбенты на фосфаты, комплексные абсорбенты на нитраты, фосфаты, абсорбенты на другие химические элементы, от которых мы хотим избавиться в аквариуме. Далее в фильтрах иногда можно встретить ультрафиолетовый стерилизатор. Он позволяет нарушать одно правило, это длину светового дня, да, иметь более длинную, чем требуется, да, либо же более интенсивное освещение. Ну и, соответственно, поддерживать более кристально чистую воду. Соответственно, это основное направление 4 вида фильтрации в аквариумистике. А фильтра бывают внутренние, которые находятся в аквариуме, внешние, мы уже перечислили. А теперь самый главный секрет, ради которого, наверное, все смотрят это видео, как же подобрать. Да. Я оттягивал этот момент, чтобы вы дольше просмотрели и больше полезной информации получили, а не только вот сейчас эту формулу получите. Смотрите. Эта формула позволит вам даже не смотреть на коробки фильтров, где написано, на какой аквариум стоит устанавливать этот фильтр. А формулы очень простые. Смотрите. Подождите, прежде чем Алексей расскажет эту формулу, напишите, пожалуйста, в комментариях под видео, как вы подбирали себе фильтр. Подбирали наобум, либо, например, на базаре, либо в магазине вам сказали, вот этот фильтр вам подойдет. И вы, полагаясь на мнение там, продавца или консультанта, вы его купили. Напишите, пожалуйста, очень интересно узнать, как обычно это происходит у многих. Ну а теперь секретный секрет. Вам нужно на самом деле знать только одну вещь. А это цифра написана на каждом моторе, на каждом фильтре. Это цифра, сколько литров в час прокачивает мотор фильтра на холостом ходу. К примеру, вот перед нами стоит помпочка, да, на ней написано 1000. 1000 литров в час прокачивает эта помпа на холостом ходу. Точно так же написано на моторах внешних фильтров и так далее. А теперь подбираем внутренний фильтр. Так вот, внутренний фильтр должен прокачивать 5-8 объемов в час аквариума. Внешний фильтр должен прокачивать 3-5 объемов за час аквариума. Соответственно, есть одно исключение. Если у нас растительный аквариум, либо акваскейп, где подается углекислый газ, очень важный момент, то тогда фильтр внешний должен прокачивать 10 аквариумов за час.
Все очень просто. Посмотрите только, какая мощность у мотора этого фильтра. И теперь вы можете подобрать к своему аквариуму. Да, даже не смотреть абсолютно ни на какой, там, он подходит на 200 литров, он подходит на 300. Эта формула дает точно расчет, качественная фильтрация. А фильтр-рюкзачок, кузовок, вот этот навесной, он к какому относится к фильтру? К внешнему или к внутреннему? Вот как у него рассчитать? Дело в том, что если подбирать кузовок по правилу для канистровых фильтров 3-5 объемов в час, его будет не хватать. Поэтому все-таки лучше его отнести к внутренним фильтрам по расчету, а именно кузовок должен прокачивать 5-8 аквариумов за час. И важный момент. Если вы купили новый фильтр, установили, и вам кажется, что он создает сильное течение, вы всегда можете его отрегулировать и уменьшить. Когда на нем наберется грязь, когда на нем появятся бактерии, он снизит свою мощность. И порядка в 2-2,5 раза такое снижение происходит мощности. И вот тогда вы откроете на полную мотор, и его будет хватать на ваш аквариум. Никогда не покупайте фильтра, которые новенькие вы устанавливаете, и они вот впритык по мощности. Почему? Потом растения вырастут, декорации доставятся, грязь на мочалках наберется, и вам этого фильтра будет не хватать. Подбирайте все фильтра по формуле, которые мы рассказали, и тогда ваш фильтр будет всегда справляться с поставленной задачей. Какую губку лучше использовать для внутреннего фильтра? Крупнопористую, среднепористую или мелкопористую? Хороший вопрос. Дело в том, что крупно, мелко и среднее это как-то субъективно сказано. Ну, субъективно, да. Я бы сказал, что лучше использовать губки с плотностью 40 ppm. Да? Либо вот часто это называют среднепористой. Приблизительно так. Почему? Мелкопористая очень быстро забивается. И она забивается настолько плотно, что в эту мочалку перестает поступать даже кислород в достаточном количестве для бактерий. И там грязь уже начинает гнить. То есть бактерии не перерабатывают его. И ее надо чаще мыть, чаще возобновлять там бактерии. Она быстрее израсходуется. И многие, кто уже давно работает с мочалками, да, то есть мотор плюс мочалка, они отказываются от мелкопористой мочалки, потому что это неудобно, не экономически продумано. Среднепористая себя показывает очень хорошо. Она сначала набирает на себя грязь, потом бактерии садятся, и она не теряет пропускную способность в дальнейшем, когда забивается. Но вот крупнопористая, она редко применима в аквариумистике. Я бы сказал, это при фильтрации. Ее использовать как на постоянной основе, не совсем субъективно. Наверное, только для крупной рыбы, там где отходы там большие. Это берут маты фильтровальные, да? Я понял. И это называется очень крупнопористая мочалка. Она называется префильтрационная. То есть подразумевается, что дальше идет нормальная пористость. Соответственно, если чисто из крупнопористой мочалки ставить фильтр и все, и больше ничего, это не совсем правильно будет. Поэтому среднепористая или 40 ppm это наилучший вариант. Как часто мыть губку внутреннего фильтра и как часто вскрывать внешний фильтр для промывки губок? Дело в том, чем реже вы будете лезть в любой фильтр, тем лучше для полезных бактерий. Но я вам скажу, если вы выбираете, какой фильтр взять для себя, внешний или внутренний, берите внешний. Вы возьмете и будете очень довольны и счастливы, потому что там очень большой объем фильтрующих элементов, там сядет очень много полезных бактерий. И ваша водичка в аквариуме будет кристально чистая. Если по каким-то причинам вы не можете себе позволить внешний фильтр, к примеру, нету подставки, куда его установить, да, там аквариум стоит на какой-то стеле, да, то есть и так далее, то уже как выбор это внутренний фильтр,
И тогда старайтесь выбирать так, чтобы он был многокассетный, там можно было установить механическую фильтрацию, кассета с химической, биологической фильтрацией. Это вам позволит получить более качественную фильтрацию, ну и, соответственно, чище аквариум. А все мы хотим, чтобы в нашем аквариуме была вода кристально чистая, как слеза. Ну и, соответственно, как часто? Да. По моему опыту, внешний фильтр я мою раз в 3 месяца, раз в 4 месяца. А вот внутренний фильтр вам придется мыть раз в 2-3 недели. И внутренний никогда не обеспечит той кристально чистой воды, как обеспечивает внешний фильтр. За вами выбор. А теперь Да, вот у меня еще вопрос такой. У меня есть знакомые, у которых есть разводня. И вот они пока ищут варианты, какой лучший фильтр использовать, чтобы это было, во-первых, бюджетно и практично, чтобы можно было поставить и не беспокоиться за него. Просто такие же вопросы возникают у ребят, которые, они вот один аквариум поставил, что-то разводят, второй аквариум, они так вот постепенно начинают нарастать, не определились, что же лучше и действительно показало себя вот в практике. Когда у меня была своя разводня, тогда еще вот таких вот головок не было, и у меня был большой компрессор, который снабжал воздухом все аквариумы, и непосредственно от этого воздуха были запитаны фильтры Airlift, да, там, воздушный лифт. Но дело в том, что в случае отказа этого компрессора я мог лишиться сразу всех животных во всех аквариумах, да, то есть была зависимость от одного прибора. Поэтому сейчас, так как ценность рыбы выше, силы, усилия и там денежные ресурсы, вложенные в ее разведение, соответственно, выше, чем тогда, то я советую использовать вот такой вот мотор. Ее часто называют просто головка, либо помпа. И, соответственно, она собирается очень просто. Спасибо. Соответственно, сеточка, на которая позволяет одеть вот так вот мочалку плотненько. Не забывайте плотно вдеть. Почему? Дело в том, что часто люди не одевают плотно и оставляют вот такой вот зазор и просто получается, что не фильтруется. Не фильтруется. Да, плотно одевайте и, соответственно, с помощью присосок прислоняйте к стеклу и плотненько прижимайте мочалочку, чтобы сюда рыбка не могла или какое-то животное забежать. Соответственно, как вариант, можно использовать трубу Вентури, да, то есть одев вот эту вот насадку, вот она, чтобы удобнее было видно, да, и, соответственно, это выше уровня воды над аквариумом. Чтобы если у вас кто-то попадет сюда, к примеру, улитка часто использует, да, если она сюда забежит, то может создаться сильное давление, и вместо того, чтобы затягивать воздух и подавать вместе с чистой водой сюда, водичка чистая может пойти в эту трубочку и выплескиваться. Вот лучше, чтобы она была над водой. Это самый бюджетный вариант для разводин и в то же время достаточно эффективный. И даже если по какой-то причине у вас какая-то помпа остановилась, то у вас остановилась только в одном аквариуме, а в других все отлично работает. Как правило, вот, к примеру, мы рассматриваем Рисан, они достаточно долговечные, долгоиграющие, на них даже китайцы дают гарантию, и эти китайцы делают даже оборудование для европейских торговых марок. Я думаю, это хороший показатель, чтобы доверить даже бюджетный вариант Рисана. Теперь Согласен. мы можем посмотреть еще важный элемент, который часто упускают наши друзья-аквариумисты. Они забывают почистить вот тут вот и сам ротор. Вот эту вот вещь надо чистить хотя бы раз в 2-3 месяца, потому что грязь тут зарастает и может заблокировать движение своего ротора. Такой вот вариант я бы посоветовал бы на разводнях, как бюджетный, эффективный и долгоиграющий. Но надо понимать, что вот эта вот насадочка, труба Вентури, она достаточно громкая, и это физический процесс, вы его никак не измените. Если вы хотите дома устанавливать и получать максимальную
тишину от работы устройства, вам придется отказаться от этой насадки турбовентуре и, соответственно, использовать отдельно фильтр и отдельно компрессор. Ну вот, друзья, я думаю, что мы ответили на все ваши вопросы. Ну, точнее, я задавал, а Алексей отвечал. Если еще остались какие-то вопросы, что-то мы не озвучили, то напишите, пожалуйста, об этом в комментариях под видео. Чем будет интереснее вопрос, тем нам будет интереснее на него ответить. Поэтому вы задавайте, мы будем стараться отвечать. У меня на этом все. Спасибо, Алексей, за столь важную и нужную информацию. Вам же желаю всех благ, успехов. И обязательно поделитесь этим видео со своими друзьями и знакомыми в социальных сетях. Ну все, до новых встреч, новых видео. Пока-пока. Хочешь, расскажу интересную, веселую историю? Давай. Часто я, когда работал в магазине, общался с начинающими аквариумистами. Они приходят в магазин и сразу так важно: дайте мне и фильтр, и компрессор, чтобы был в одном. Ну, я же говорю, вы понимаете, что компрессор — это отдельное устройство, и он сжимает воздух. Не-не-не-не-не, мне надо, чтобы все в одном было. В одном было. Да, ну я, соответственно, показываю ему фильтр. Я говорю, вот эта насадочка будет давать непосредственно и чистую водичку, и пузырьки воздуха. О, это то, что надо. Ты нам не Я говорю, подходишь. ну, пожалуйста, компрессор — это отдельное устройство. Не опускайте его в воду. Это можно, а компрессор нельзя. Иначе вы получите поражение электрическим током. Ну вот, такие вот интересные случаи бывали. А бывали случаи даже более печальные. Бывали, потому что наслушались, опускали компрессор в воду. И слава богу, что все, кого я видел и знал, да, там не пострадали из этого. Компрессор в воду опускать нельзя. Ну, это такие вот моменты безопасности, которые обязательно надо знать. И я советую всегда, абсолютно всегда, как только лезем в воду, какая бы супернадежная техника ни стояла, на всей технике есть написано: как только вы опускаете руки в воду, в аквариум, обязательно всю технику надо отключить. Какая бы она супер у вас крутая ни была, по 4 лет гарантии, все равно отключить. Это техника безопасности лично для всех.